как я торгую в плане времени, да, и не тяжело ли это эмоционально торговать внутри дня. А на минутке нет, это не тяжело. Это так же, как и торговать на любом другом таймфрейме. Ты испытываешь примерно то же самое. Да, сталкиваешься с теми же самыми ситуациями. Просто во времени они, скажем так, срок их действия, срок их существования меньше. Да. Вот. То есть все в разы меньше. Но есть огромное удобство. Ты сел, поработал 1,5-2 часа, и все, и больше не подходишь к компьютеру. Занимаешься другими делами, так каждый день. Ну, торговый день, да, имеется в виду. Вот. И мне кажется, это намного лучше, чем торговать на старших таймфреймах, ждать там днями, неделями, думать об этом. Ну, это точно не то, что мне хотелось бы делать. Да, и точно не мой способ, по крайней мере, на текущий момент, чтобы извлекать прибыль, торговать на часах. Я вообще не смотрю дальше М1, реже на 15-минутку на дейли, но это очень редко, если прям какой-то там экстремальный экстрим на рынке. Да, так только минутный график меня, в принципе, в целом картинка не интересует. Но это не значит, что нельзя смотреть на старшие таймфреймы, да, вот мне говорят тоже иногда: Аркадий, что так узко, это же минутка, там шумно, то-то-то. Да, может быть для кого-то шумно. Я раньше, когда торговал на часах, 4 часах, минутка мне казалась вообще отстойным графиком. Да, что это очень шумный график, и что это, ну, типа, несерьезно. Вот. Но, опять-таки, это неадекватность в определенной степени. Люди в большей части неадекватные, когда говорят про что-то, не касаясь этого. Либо, если коснулись, у них был неудачный опыт, это не за что у других, да, все так же. Вот. Поэтому с опытом я пришел к тому, что все-таки торговля внутри дня и работа с одним конкретным таймфреймом — это для меня способ делать деньги. Это не значит, что другие варианты плохие. Нет, то же самое, как вот еще вопрос по поводу трендовых линий. Мне сейчас задают: Аркадий, не используйте вот эти наклоны. Я не использую их. Я не нашел ни одного доказательства эффективности для себя этих уровней. Ну, имеется в виду каналы всякие там. Когда смотришь на график трейда, он все вот там вот так, квадратами. Это работает, я не сомневаюсь. Но для меня нет. Да. Это не то, что я могу делать, чтобы мне приносило пользу. Да. Вот и все. Да. Кто-то рисует трендовые линии, и все. Для меня они субъективны. Да. Я доверяю только горизонтальным линиям. Потому что как я под каким углом потяну линию тренда, да, под таким, у меня и будет. Но это работает, я даже не сомневаюсь. Да. Особенно истории, когда тянешь, и все совпадает. Ну, кто использует, молодцы. Кто нет, тоже молодцы. Поэтому все очень индивидуально здесь, да, трейдер. Золото пробило уровень красный. Если мы пробили красный, то два варианта: купить сразу, второй вариант — дождаться коррекции к желтому. А у меня пока нет никаких обстоятельств весомых, чтобы быть покупателем. Мне нужно, чтобы рынок сотворил что-то, дернулся резко в ту или иную сторону, показал четкий паттерн, ну, какая-то ясность. А вот торговать вот в этой неопределенности очень сложно. И это верный шаг потерять деньги. Потому что, ну, когда ты вот так смотришь на график, ну, все понятно. И тебя не волнует неопределенность. Почему? Потому что ты же смотришь на историю, ну, все ясно. А? Все ясно. Вот прям все предельно понятно, как можно, как ты бы здесь действовал, да, потенциально. А в реальном времени нет. Если картинка непонятна, ты не можешь ее сделать понятной. Ну, при условии, что у тебя все эти уровни, все на графике, но тебе все равно непонятно, значит непонятно. Не надо оттуда выжимать то, чего там нет. Потому что хорошая сделка, она вот есть, либо нет. Все вот прям бум. Хорошая сделка вылезает на тебя. Бывают дни, когда мы с трейдерами торгуем, и деньги лежат прям. Деньги лежат, бери. Даже если ты сливающий трейдер, тебе говорят: бери деньги. Ну, а сливающий трейдер, он не видит деньги. Ему надо снова слить, чтобы вернуться к своему эмоциональному состоянию, да, к которому он привык, чувству вины. Зачем я так сделал и так далее. Да, вот такого рода осуждения. Надо было так, но может было по-другому. Надо было чуть подержать. Зачем я здесь вышел? Это психология убыточного трейдера.
Вот. И до тех пор, пока эти мысли крутятся в голове, это ущербный внутренний диалог. Да? Негативный внутренний диалог. До тех пор, пока это крутится в голове, трейдер будет терять деньги. И никакая система не поможет. То есть нужно переключиться, да, и из позиции всезнайки встать в позицию незнайки. Все. Потому что мы хотим знать, куда пойдет цена, где она отобьется, она здесь должна развернуться, здесь должно быть так, ничего не должно быть. Угу. Что если я ничего не знаю? Даже вот у меня есть все уровни, сигнал, я ничего не знаю. То есть не привязываться к конкретному сценарию, а просто смотреть на картинку фактическую, прямо вот здесь, правый край графика. Да. И сделать ее достаточно четкой, прозрачной. Посмотреть, какие обстоятельства сопутствуют этой картинке. Ну, картинка паттерну, да? И исполнять это. Понятно, будут ошибки, эмоции, бла-бла-бла, но в целом. И не погружаться в эти вот рассуждения внутренние. Я бы мог сделать так. Надо было здесь подержать. Что-то я вышел рано. Ну, что я не знаю. Идиот, да, скорее всего, трейдер. Без обид. Я сам раньше столько это делал и прям готов был придушить самого себя за это. Но сейчас я понимаю, что я не могу это контролировать. Да? Я это понимаю на уровне уже такой осознанности. Да? Не просто понимаю, как, ну вот я это понимаю, но я все равно об этом думаю. Постоянно нет. А вот именно такое уже твердое осознание того, что я ни черта не могу это контролировать. Да? Реально не могу. И вот это пришло. И закрыл, посидел еще, пересидел, ничего. Такое будет всегда происходить. Да? И тут вопрос моей реакции, какое мое отношение к этому. Вот ключ. Да? До тех пор, пока я сам работаю руками, такие ситуации будут возникать нормально, я не робот. Особенно интрадей, когда градус выше. Если полезно, лайк ставьте. Не полезно, не ставьте лайк. У нас пока ничего нет, поэтому я, с вашего позволения, из своего собственного, немножко ударился в тему психологии, теханализа. Давно у нас таких видео, правда, не было. Раньше, помните, часто я там на час залипал, писал для вас ролики с обзором и с таким глубоким психопогружением. Но сейчас меньше, все-таки уже это понятно все, и если хотите, смотрите предыдущие ролики, там их очень много. Сейчас я больше фокусируюсь на примитивном трейдинге вокруг своей системы, правил. И немножко психологию затрагиваю. Да, реже намного. Да. И в принципе все. Да, в принципе все. Все, пока.